Сегодня с вами хочу поговорить о колдовстве, об алтарях и о колдовском этикете. Что такое алтарь? Это энергетическая зона. Зона, где мы направляем свою энергию, где стоят наши боги, где стоят наши статуи, где стоят предметы культа, где лежат ножи и так далее. Это алтарь. Но мы можем хранить это все, например, в каких-то шкафах и вытаскивать иногда, просто стелить черную ткань, ставить и начать колдовать. Естественно, со временем эти зоны очень сильно усиливаются, поскольку ты все время вызываешь туда силы определенно, потом отпускаешь, кто-то уходит, кто-то нет. Мы можем только предполагать, что оно ушло, может оно остаться. Алтарь – это зона колдовства, это место, где уединяемся мы, где наша энергия концентрируется, соединяется с той энергией, которую мы вызываем. Это святая святых, мы там обкуриваем благовоние, мы можем на алтаре колдовать, мы можем на алтаре чистить, мы можем посадить человека возле алтаря и снимать с него все, что надо, или там наводить, наоборот, по фотографии, да. Мы можем возле алтаря просто сидеть и разговаривать с нашими духами, божествами, просить у них что-либо, или благодарить их от всей души за помощь, или просто усилить себя, напомнить о себе еще раз, потому что мы все время, мы фанаты своей работы, мы обязательно, мы постоянно должны быть в работе. Нас это внутри жрет, и нам нужно куда-то деть. На алтаре мы получаем ответы на многие вопросы. Алтарь дает нам силу. Вообще алтарь, жертвенник – это слова похожие и понятия похожие. И жертвуем мы там свою энергию, жертвуем мы там свечи, энергию огня, жертвуем мы благовония, жертвуем мы слова, благодарности, вибрации и все что угодно. Теперь, что делать с алтарем? Не обязательно, чтобы ваш алтарь постоянно находился, то есть на виду. Ну, у меня, например, достаточно места для отдельной комнаты. Я когда-нибудь мечтаю иметь такую комнату, но пока что они на виду стоят, статуэтки мои, определенные предметы культа. Однако это не говорит, что это обязательно надо выставлять и показывать. Это не обязательно. Это по желанию человека, да? Но самые сокровенные, самые сильные вещи, конечно, я не покажу. Потому что их показывать нельзя. Не потому что они опасны или что они там противозаконны. Нет. Ну просто это эстетически там просто не очень красиво, да, если там череп барана будет просто наружу стоять. Далее. Что касаемо алтарных свечей. Есть свечи алтарные, которые просто зажигаются для того, чтобы они освещали, для того, чтобы они были как источник энергии, именно источник энергии огня. Эти свечи для частого использования, их зажигаем, потом тушим. Рекомендуется не сдувать, рекомендуется потушить. Есть специальные палочки такие или пальцами, чтобы ты эту энергию не сдула, все, что ты вызвала. Хотя, если даже это сделаешь, уже настолько, если ты наработанный, сильный человек, это никак не перебьет твою работу. Следующий момент. Алтарная ткань. Желательно, смотря на какой случай. Например, я очень люблю черную ткань, она более так практичная, и я постоянно ее использую. Просто черные отрезки ткани. Через некоторое время я их или сжигаю, или выкидываю. Их нельзя сохранять, и не стоит, и глупо их сохранять, что это там. Это просто материал. Вот, например, человек у вас больной лежит дома, да, умер этот человек, что вы должны его, значит, нижний белье использованный, все остальное сохранять, молиться и не знаю что. Конечно, вы это все выкидываете. То же самое касаемо этого. Если мы туда скидываем всю эту болезнь с людей, мы скидываем всякую гадость с людей туда, то эти ткани уже пропитаны болью, пропитаны болезнями. Их сохранять дома может только дурак или совсем не знающий ничего в магии, сохранять как святыню. Их выкидывают. Лучше сжечь. Но если нет таких условий, выкинуть из дома подальше. Все. Это использованный материал. Относитесь к этому как... Понимаете как? Не нужно из колдовства делать какую-то... как в этом фильме «Робинзон». Да, мы все говорим «о», и он нам говорит «о». Вот это смешно. Практично это
должен быть подход практичный, нормальный, адекватный, спокойный, человеческий подход. Использовала ткань, выкинула ткань, новую постелила. Использовала ткань, выкинула ткань, новую постелила. Все. Есть, конечно, с вышивкой красиво, но я их использую, если только таро, есть только определенные знаки, чтобы не капали туда свечи, потому что я очень много сожгла всяких вот красивых тканей, и очень мне жаль, до сих пор я себе не могу просить, что я вот такие были красивые, и я вот не рассчитала, что они свечи могут их так испоганить и испортили. Вот. Все. Если мы хотим на любовное колдовство, чтобы усилить это все, более агрессивных, больше ярких тонов нужно, это там красный цвет в какой-то культуре вуду, например, зеленый цвет, фиолетовый цвет. Это все относительные вещи, это все вещи второстепенные. Самое главное здесь концентрация силы. Мы можем колдовать и на поле, без никаких алтарей, без никаких свечей, без ничего. Просто встать, крикнуть, позвать определенную силу, попросить что-то, а потом через некоторое время откупиться. Вот и все. То есть колдовство, оно на самом деле вот это все дополняет. Я уже говорила, да? Связываться с демонами, силами, с духами легче простого, когда ты просто видишь. Они через этот предмет с тобой связываются. Много сил не тратишь. Но можно и без этих предметов обходиться. Это раз. Во-вторых, свечи – это источник огня. Огонь дает силу. Огонь дает такую энергетическую зону, вот такой круг силы, в котором ты находишься, и в котором ты вызываешь и питаешь эти силы, силы огня, силы благовония, оно дает силу земли, потому что это травы все-таки, да, свою силу, вот эту концентрацию энергетическую тебя уже начинает шатать. Вот алтарь. Концентрироваться, вот включить все это и так далее, это помогает очень сильно, вот когда ты видишь атрибуты, ты ими пользуешься. В конце концов, это красиво, в конце концов, это творческий подход, правда? И человек, который, например, ничего не видит, что ты говоришь, что ты бормочешь, что ты там вызываешь, но видит эти статуэтки и так далее, уже имеет некое представление, что здесь что-то происходит, что-то необычное. Есть только для этого. В основном алтарь мы как бы готовим для того, чтобы концентрировать свои силы, чтобы настроиться. А так встать в ванной и так колдовать, знаете, включить воду и там, не знаю, можно и даже и там колдовать, но если ты хочешь концентрировать, и в конце концов это уважение к этим силам, показываешь, что ты готовишься специально к их встрече, просишь и все делаешь как надо, и как можно подходящие цвета ты ложишь, и всякое такое. Дальше. Для определенных ритуалов нужны серебряные цвета, для определенных золотые цвета или золото. Используем это в денежной магии, да. Зеленый цвет это в магии, больше веканской магии, там преобладает зеленый цвет, лес, там листья можно взять, фрукты, очень много. Для творчество не ограничено просто всю свою жизнь. Какими бы мы великими ни становились, нам есть чему учиться. Мы учимся и учимся. Когда мы сказали, мы уже все знаем, нам уже ничего не надо, мы поняли, все нормально, значит, мы уже тормознулись, и дальше этого мы уже не развиваемся. Именно поэтому, глядя на эту всю красоту, многие стремятся в магию, многих это привлекает, думают, что ой, вот мне бы, вот это же романтично. Понимаете, потом вот эта тетенька, которая лет 50 сидела на кухне с поварешкой, там, то одного мужа схоронила, то второго пьяного таскала с кабаков и так далее. И она вот резко вот становится необычной, она становится музой, она становится дамой, не знаю кем, и она уже мнит себя там какой-то необычной женщиной, которая может больше, чем другие. Но эта необычная женщина не знает, что на самом деле у настоящих необычных женщин судьба не такая уж веселая и радостная, и что они перетерпевают и физические, и моральные, и всякие натиски только из-за того, что они необычны. Им дано необычно и требует с них необычно. И когда мы переходим с одной стадии на другую, когда у нас переставляется энергия, когда у нас меняется энергия, когда у нас меняется структура вообще сознания для того, чтобы мы более высший уровень подняли в своем мастерстве, у нас так колбасит, что ни одна бабка 50 лет с поварешкой, но навряд ли она сможет вот так колбаситься и сутками и переставляться. Переставление начинается с очень малых лет, чуть ли не с 8, с 13, с 6, как угодно.
Правда, там не скажу, что это практикуем в этот момент, это будет вранье. Но то, что уже мы чувствуем, что в нас что-то происходит, мы не такие, как все, мы целыми сутками можем ходить, как пьяные. Это может длиться месяцы. Вы знаете, вообще в курсе дела. Мы ходим, как пьяные, нас шатает. Нас то тянет сюда, то тянет туда. Может, со стороны это не видно, но все время, вот представьте, вы живете в тумане, но вы в то же время должны принимать людей, ухаживать за собой, чистить дом, купаться, укладывать детей, готовить, кушать. И все это надо делать в пьяном тумане. Почему? Потому что переходим в другие стадии, наше сознание, наша энергия переделывается, меняется, и никуда не денешься. Мы выходим на более высший уровень. И поэтому мы переделываемся, и нам приходится этот дискомфорт, иногда это ужасающий дискомфорт и боль, и вообще ощущение, что ну не живешь ты просто. Это терпеть. Те, которые говорят, что потому что это как бы узкое мышление, и это узкая направленность, и поэтому у нас плохо, а те, которые не узкие, у них там все супер и там не знаю чего, так хочется сказать, что ритуальная магия, вообще магия, именно такая уже на такой вершине никогда не может быть узкой. Узкой может быть сознание, узколобость существ, которые со стороны смотрят и ни хрена не понимают в этом всем. И считают, что они там что-то умеют. Вот. Это не узкая, это высшая форма. Некоторые йоги 20-25 лет тренируются для того, чтобы находиться вот в таком состоянии, как мы, например, сидим вот так и разговариваем с вами через камеру, да. Им кажется, это высшее я, достижение высшей нирваны, высших целей. Только, наверное, йогам делать нехрен, они просто сутками сидят и соединяются с высшим я, а нам надо еще дом чистить, мыть, стирать, людей принимать и вообще жить. Так что боюсь, что да, может, йогам это и весело, но нам не особо. Так вот, поэтому, если вы увидите алтарь, если вы видите свечение, если вы видите красивые, это все труд, это все титанический труд, кроется под этими всеми вот этими дебрями, которые вам недосягаемы и куда вы никогда не дойдете ни носом, ни головой, ни ушами, ничем. Далее. Колдовской этикет. Чуть-чуть там вернусь к этому. Колдовской этикет – это когда твоя свекровь приходит заказывать тебя, а через некоторое время приходишь ты снимать с себя заказ свекрови, и я принимаю решение либо тебя спасать, либо свекрови помочь тебя зарыть. Но ни то, ни это вместе я не делаю. Это колдовской этикет. Если ты... Дело не в деньгах, а не в вознаграждениях, нет. Если ты берешься, если ты заслуживаешь доверия одного человека, то ты не имеешь права, значит, поганить доверие другого человека. Ты обязана это соблюдать, это этикет. Ты берешься, тебе верит, доверяет, значит делай. Кому-нибудь из них ты откажешь. Так надо, иначе нарушишь ты равновесие и получишь по башке. Следующее. Когда говорят, можно ли говорить спасибо или нет. Вообще спасибо, это спаси Бог, означает слово. Но Бог и так был до христианское время, языческое время. Сейчас он есть Верховное Я, сущность, сотворившая нас всех, Творец, Отец всех сущностей и богов. Он есть и так. Правда, это не тот Бог, которого обрисовали в Библии и еще в других книгах, но он есть, поэтому слово «спасибо», «спаси тебя Бог» ничего страшного не несет, и в конце концов это привычное приветствие там, или благодарность. Да? И вот это все гонение за этими какими-то этикетами определенными, благодарствую, благодарю, нужно говорить так, нужно вот это сделать, нужно вот туда повернуться, сюда посмотреть, это все смешно, это все второстепенно. Поверьте мне, что чем больше пафоса, чем больше надуманности, чем больше желания показать, что здесь чего-то такое необычное и интересное, тем меньше реальности, тем меньше реальных дел. Потому что ты идешь к врачу, он посмотрел, сказал, вот тебе эти лекарства, это, выпиши, и все. Через некоторое время придешь провериться. Все, он врач, он профессионал своего дела, спокойно посмотрел и сказал, что у тебя и что надо тебе принимать. А когда ты приходишь, и врач 2 часа тебе впаривает какие-то китайские травы, которые можно почистить желудок, потом можно вот это сделать, и начинает тебе говорить, что ты там, не знаю, какие-то определенные цвета должна одевать, чтобы это лекарство лучше подействовало и прочее, это уже не врач, а хрень собачья. Вот то же самое. Когда вы в каких-то форумах читаете
Там надо благодарить, говорить спасибо нельзя, да пребудет с вами сила, да будет у вас путь благословленный, да будет ваши боги не знаю чего. И если слово «от ты, Господи», ой, да что вы говорите, колдунам вообще это слово произносить нельзя, тут мы помрем и так далее, это все смешно. Потому что, еще раз повторяю, что духи, силы, сущности, они не лишенные каких-то там разумов существа, они имеющие логики, и поэтому они прекрасно видят, для чего ты это слово сказала, как оно у тебя выскочило, и что-то не нужно зацикливаться, знаете, чем говорят, мал клоп да вонюч. Вот чем больше вот этого всего цинизма, чем больше этого пафоса, чем больше вот этого всего желания показать, что вы настоящие, все такие, вы поддерживаете всех слов и всякое такое, тем меньше там силы. Как, например, один товарищ мне там пытался полчаса доказывать, что он там ломает иконы и тем самым радует бесовскую силу. Но я не знаю, сколько там икон он ломает и чего он там радует, и хоть там возле церкви будет ходить и падать в обмороки, мне это не интересно. Но, по крайней мере, я знаю, что он ничего не умеет, не знает и не видит. А те, которые не ломают иконы, ну, от их силы стены дрожат, извините меня, и, наверное, они более, как бы, знаете, потом... Я когда была, вот эта 14-я битва, ходила туда посмотреть на этот турдом, Ромашка. После этого я зареклась вообще туда заходить, и я уже рассказывала об этом. И там вот там то синей помадой, то одна была, звенела с колокольчиком прям мне по духу, и «Здравствуйте», представилась она, «Аврора», как она сказала, «Богиня Аврора, гражданка Вселенной». И еще, по-моему, Марса она добавила, или Юпитера, сейчас не помню. И вот постоянно она с этим колоколом звонила мне под ухом. Я говорю, девушка, если еще раз ты позвонишь, говорит, а нет, я сказала по-другому. Я говорю, товарищ богиня, если еще раз я услышу под своим ухом это звенение, то этот звонок окажется у вас на одном не очень хорошем месте. Вот. Она мне, значит, нарочно начала звонить. Я говорю, ты скоро дозвонишься. Вот. Через полчаса ее забрали в больницу. У нее солнечный удар был, не знаю, что у нее там было. В общем, товарищ Аврора что-то. Ей почему-то вот эти звонки и пафос, и это вот хрень собачья, и показушное вот это все не помогло, да, правда? Вот в чем дело. То есть там, где настоящие силы, там все просто, все обычное, все попроще. Ну, имею в виду то, что вам показывается, да. А на самом деле, если копнуть глубоко, конечно, там очень огромная работа, титанический труд. И такие вещи мы иногда переписываемся с подругой, и я говорю, знаешь, Оля, если бы врачи просто в психиатрической клинике почитали нашу переписку, через полчаса нас бы уже связали и забрали туда. Потому что мы говорим о том, что видим, мы говорим о том, что бывает с нами. Мы иногда делимся как, ну как вам сказать, делимся выходами из дела, что происходит, что мы увидели, что нам передали, сказали, и предупреждаем друг друга, если что-то есть, и это забывается. И это настолько реально, и, конечно, для непосвященного человека, еще раз говорю, со стороны это кажется странным, ужасным, но когда ты знаешь действительно эту кухню изнутри, для тебя это ничего такого сверхъестественного не составляет, обычная жизнь. И поэтому нам нет нужды вас убеждать в том, что мы видим того и этого и все такое. Почему? Потому что мы привыкши к этому как к обычной жизни, и это уже признак того, что человек просто-напросто живет этим всем, понимаете, не желает показывать, что живет, а живет этим всем. И поэтому для него это обычная жизнь, и не стремится вам это показать и рассказать, и вот со мной вот так здороваетесь, со мной так кланяетесь. Конечно, нужно к нам с почтением, поскольку за нашей спиной стоят очень недобрые силы, скажем так, не всегда добрые, да, и поэтому если ты относишься не с почтением к человеку такого типа, этой сферы, конечно, тебе по башке это настучаться. А так мы обычные люди, просто я всегда прошу со мной переписываться или говорить уважительно, по-людски, ждать моего ответа. И я не люблю людей, которые хитрят, хотят меня обвести вокруг да около. Ой, ну а вы скажете, ну хотя бы вот что-нибудь и так далее. Пошла вон. Я не собираюсь, ты будешь чай сидеть пить, а я должна сидеть и что-нибудь тебе рассказать. С какой стати? Зачем?
Мы многим, очень многим помогаем и просто так, но мы сами решаем. Нас не нужно принуждать, вынуждать и как бы вызывать у нас какое-то чувство вины, а его нету и не присутствует, потому что мы никому ничего не должны, не обязаны. Это мир нам обязан за наши страдания, мучения и вот эту вот, можно сказать, мученическую судьбу. А мы никому ничего не обязаны. Мы были уже обязаны, мы уже тут уже проходили, и достаточно. Итак, напоминаю, алтарь – это место, энергетическая зона, которую создает человек, либо, если с годами это создается, это уже усиленная зона, либо это может быть на один раз подготовленный алтарь. Алтарь можно и создать, когда тебя зовут домой, дом почистить, там делаешь маленький такой зону энергетическую, где твои предметы культа, где они уже и так пропитаны твоей силой, энергией за столько лет работы. Все нормально, и ты это все делаешь. Алтарь – это место концентрации силы, это место уединения, место соединения с этими силами, просьбы, благодарности и так далее. Алтарная ткань не является святыней, ее не нужно целовать, обнимать и вешать на стену, поскольку это уже грязная, пропитанная людскими мучениями, страданиями, энергиями и болезнями ткань, от которой надо избавляться, выкидывать. Ведь я еще раз говорю, что у больных людей мы не сохраняем их нижнее белье в грязном виде, и как святыню, мы и выкидываем. То же самое делается и алтарь, поскольку это почти сравнение такое же, поскольку там скидано столько болезней. В основном мы помогаем и можем зло делать, если нас достанут, и то редко, правда? А в основном к нам ходят за помощью, чего мы и делаем. Поэтому пропитанная уже этой энергией, пропитанная свечами, уже везде прожженная алтарная ткань, она должна быть выкинута или сожжена. Представьте, если бы за всю свою жизнь я все ткани алтаря сохраняла, у меня был бы целый склад грязных, обожженных тканей, да. Это говорит человек, который не колдует, абсолютно ничего не делает. Может быть, у такого человека в жизни там одна ткань была на 20 лет, может быть, потому что она ни хрена не делает. Поэтому она может ее сохранить там в красивом виде. А у нас рабочее место, это я вам показываю уже прочищенное, убранное, да, если вы увидите мое рабочее место, вот придете в ужас от всех цветов свечей и от благовоний, и чего там только нет. Ну, я имею в виду, когда мы только что сделали работу. А так, конечно, мы убираем. Я сразу убираю, уже утром у меня должно быть чисто. Но хотя есть работы, когда я должна оставлять алтарь до утра. То есть эти силы должны там быть, концентрироваться и влиять на эту ситуацию до утра. Такое тоже есть. По-разному. Вот. И алтарь – это не обязательно статуэтки, не обязательно предметы культа, это просто место уединения. Но если ты хочешь сделать свою работу творчески, если хочешь радовать эти силы, если хочешь показать им, что ты очень преданный, благодарный, и ты хочешь как можно больше уделить внимание своей работе, то это приветствуется, это все хорошо и прекрасно. Вот, алтарь может быть разный, у каждого практика он свой, нет одинаковых алтарей, хотя есть люди, у которых есть похожие вкусы, и они любят, предпочитают такие же статуи, дарят друг другу такие же, да, близкие люди. Это другой вопрос, но в любом случае основная функция выполняет человек, который сам решает, какой ему алтарь нужен и какой он хочет использовать в своей работе. Ну, в принципе, я думаю, что достаточно информации для людей, так, не посвященных, да, в это дело. Если будут вопросы, вы всегда можете задавать. Всего доброго.